Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о таком выражении, которое здесь есть на Филиппинах. Об этом выражении я слышала не один раз, поэтому этот вопрос у меня очень-очень сильно наболевший. Я хочу об этом поговорить и сказать все, кто приезжает на Филиппины, либо уже был на Филиппинах, столкнулись с этим, либо кто будет на Филиппинах, вы обязательно услышите этот вопрос, потому что я 3 месяца здесь на Филиппинах прожив, я слышала не один раз этот вопрос от других в мою сторону. Так вот, когда вы знакомитесь на Филиппинах, первый, который вопрос у вас спросят, арты или нет. Сейчас подробнее я расскажу, что это имеется в виду, почему так спрашивают, можете помочь мне ответить на этот вопрос в комментариях, кто здесь на Филиппинах живет и почему, откуда это все пошло, потому что я здесь, я этого вопроса немного не понимаю, хотя вот хотелось бы разобраться, да, почему здесь на Филиппинах приветствуется от человека, чтобы он был не арты, почему против того, чтобы человек был арты, почему? Для меня этот вопрос очень-очень большой, и об этом я могу говорить очень-очень много. Первое, когда я услышала арты или нет, то если бы у меня напрямую спросили, да, не там у Роберта, когда мы с ним где-то у знакомых, либо там друзья спрашивают, если бы у меня спросили, я бы ответила про себя совсем по-другому, а не просто да, нет. Потому что для меня это вопрос глазами для иностранки. Он звучит совсем по-другому. Он не звучит положительно. Чтобы человек не был арты, здесь приветствуется на Филиппинах, человек не должен противостоять чему-то. Он должен быть всегда согласен и всегда быть только за, со всеми вместе. То есть, когда человек что-то не хочет или делает для себя выбор, либо в пользу себя, то этот человек называет арт. Например, еще более подробно я расскажу, например, выбор еды, когда человек говорит, что ой, здесь грязновато, я не буду здесь есть, либо он говорит, ну мне не хочется, здесь не нравится, например. Человека здесь на Филиппинах называют арты. Да, я вообще в шоке была, когда я узнала об этом. И я до сих пор в шоке, потому что я 3 месяца, и я постоянно слышу такие разговоры, то я не понимаю, почему здесь на Филиппинах не одобряют выбор человека, потому что это очень хорошо, когда человек развивается, когда он делает лучший выбор для себя, лучшую версию себя, и он хочет сделать другим хорошо тоже, чтобы другие выбирали лучшее для себя жизнь. Я бы сказала это так, но я не знаю чисто откуда это пошло все, с культуры, либо же кто это вообще придумал. Поэтому, когда глазами иностранца я приехала на Филиппины, например, и я услышала типа арты или нет, там девушка выбирает выбор какой, соглашается, либо не соглашается, типа арты
это плохо, когда не арты, это очень хорошо. Да, есть такое. Наш кот, оказывается, он арт. Ой, в общем, для меня этот вопрос очень-очень огромный, большой. Я о нем могу разговаривать очень долго. Кто здесь на Филиппинах живет очень долгое время, можете писать в комментариях для других людей, которые также глазами иностранца смотрят на этот вопрос, чтобы мы понимали это выражение. Поэтому даже я, когда приехала на Филиппины, я слышала это выражение, и люди здесь не стесняются задавать такие вопросы, не думают, что это не думают о том, что этот вопрос, он слишком преувеличен, и когда иностранец слушает этот вопрос, это прям бьет честно по ушам, потому что, для меня этот вопрос, он не совсем подходящий, можно так сказать. Этот вопрос, ты можешь там, например, с лучшим подругой обсудить, с лучшим другом, но именно когда тебе задают при первой встрече, тебе задают этот вопрос, это очень большое значение имеет, значит, здесь на Филиппинах. Я так понимаю. Вот. Это все, что я хотела сказать. Пишите комментарии, потому что я здесь на Филиппинах новый человек, и вы смотрите мои видео. Многим тоже будет интересно посмотреть в комментариях, что кто будет писать об этом вопросе, потому что для меня этот вопрос еще очень-очень открытый и большой, и я постепенно изучаю и смотрю, что важно здесь филиппинским друзьям, филиппинским людям знать о тебе, с кем ты общаешься.